Дональд Трамп, миллиардер, шоумен, звезда фильма «Один дома 2», осужденный по 34 пунктам обвинения преступник, ну а теперь дважды президент Соединенных Штатов. Да, вот в таком интересном мире мы живем. И как бы кто ни подтешался над тем, что россияне вовлечены в выборы в другой стране, стоит признать, на фоне войны и санкций Россия как никогда зависит от того, кто займет место в овальном кабинете. Так что вынужден констатировать, для нас настало время понять, кто же такой Трамп, безобидный клоун, угроза для Путина или пророссийский консервативный революционер прямиком из постов Александра Дугина. Хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины, если найду флаг. Присоединяйтесь, они сегодня заслужили. Так Маргарита Симонян писала после победы Трампа в 2016 году. В то время путинисты действительно считали его своим. По крайней мере, очень на это надеялись. Вот придет одиозный миллиардер и сразу же отменит санкции, с Россией подружится. В общем, заживем. Хорошо бы, если бы выборы в США стали трамплином улучшения наших отношений. Но чудо, как вы помните, не случились. Санкции не только остались, но и приумножились. Так что надписи «Трамп чмо» на задних стеклах не заставили себя ждать. Правда, к концу первого срока Дональд действительно потеплел к России и к Путину в частности. Ну, как минимум на словах. Я могу поладить с Путиным, мне нравится Путин, и, возможно, я нравлюсь Путину. О снятии санкций речи все еще не было, но тенденция для Кремля наметилась скорее радужная. И кто знает, к чему бы все это привело, если бы не победа Байдена. Сейчас Путин заявляет, что проклятые демократы занимались вбросами и, понимаете ли, украли выборы. Как бы иронично все это ни звучало. Более того, якобы именно из-за Байдена случилась война в Украине, а Трамп такого бы никогда не допустил. Странно, что по такой логике Трамп не остановил поднятие пенсионного возраста в 2018 году. Ну, раз уж перекладывать на Америку ответственность за все ужасные решения Владимира Владимировича, то давайте уж на полную. Еще более странное, что во время последних выборов Путин высказал надежду на победу Камалы Харрис. Хотя, казалось бы, она была вице-президентом при ужасном Байдене и считается его преемницей. Так в чем здесь смысл? Неужели Путин сам не верит в то, что говорит? Ну, по словам самого Путина, администрация Харрис была бы якобы более предсказуемой, что хорошо для Кремля. Но, возможно, он просто действовал по принципу ку-клукс-клановцев из Южного парка. Давайте признаем, в мире большинство нас ненавидит, да? Да. Поэтому на чьей бы стране мы ни оказались, та страна проиграет, так? И вот 25-й год. Трамп возвращается в Белый дом уже в совершенно другой политической атмосфере. Путин успел развязать кровавую войну с Украиной, которой США вот уже 3 года помогает финансированием и вооружением. Никто из кремлевской обслуги уже не спешит ездить по Москве с американским флагом, но в воздухе все же повис тот самый робкий вопрос. Так Трамп, он наш или не наш? Видите, никогда нельзя заранее определить, кто наши, а кто не наши. И действительно, поди разбери, тут-то и сыграла трамповская непредсказуемость. Насчет этого Путин был абсолютно прав. Осенью 23-го Дональд обещает закончить войну в случае победы, снизив цену на нефть. То же самое он повторит и через год. Путин не сможет воевать с нефтью по $40, говорит Трамп. И добавляет, это ужасная война, и в Украине убивают намного больше людей, чем вы себе представляете. Что называется, база, да вот только на деле после победы Трамп начал угрожать экономическим давлением, например, поднятием тарифов на экспорт, вообще всем, Канаде, Мексике, Дании, ЕС, Тайваню, всем, кроме России. При этом всем ОПЕК отказал Трампу в его требовании снизить цены на нефть, и больше Трамп эту тему не поднимал, по крайней мере, пока. Путин же в ответ на действия Трампа, скажем так, буквально умасливает его эго. При этом делает это с большим усердием и креативностью. Тут есть чему поучиться даже пропагандистам. Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Господи, у ноги хозяина, ну не просто так у человека такие визуальные образы в голове. Уверен, себя он считает таким же хозяином. Подобные дерзкие выражения, возможно, связаны с тем, что Путин распознал в Трампе коллегу-диктатора.
И тут я прямо скажу, многочисленные действия Трампа реально схожи с путинскими. Взять те же заявления о желании аннексировать Гренландию и Канаду, при этом не исключая возможность применения армии. Или нелепое переименование Мексиканского залива в Американский. Ох, как же ему все-таки не дает покоя Мексика, прямо как кое-кому Украина. Дальше больше, еще до избрания Трамп говорил про возможность 3-го срока и пробрасывал фразы вроде «проголосуйте за меня, и вам больше не придется голосовать». В конце января то же самое предложил уже республиканский конгрессмен. И нет, для этого ему даже не пришлось летать в космос. В сети уже активно шутят, что американцы в прямом эфире наблюдают за постепенным превращением Америки в Россию. А у самих россиян от этого всего возникает острое чувство дежавю. И вот из последних новостей прямо сейчас команда Трампа ведет войну с судьями, которые отменили решение президента. Ну то есть буквально президент США нападает на другую, независимую от него ветвь власти за нелояльность. Ничего не напоминает? Первый раз. Аналогии с Путиным для Трампа не просто уместны, но это вообще вот очень классическая схема авторитарного демонтажа демократических институтов. Это все, в принципе, ничего нового. Это делается как по учебнику. Мы могли это наблюдать, например, в Венгрии при Викторе Орбане. Там вся эта механика тоже довольно хорошо изучена. И это все неудивительно. Проект 2025 вам о чем-нибудь говорит? Если вкратце, это план по путинизации Соединенных Штатов Америки. То есть предлагается реформировать и сократить государственный аппарат, при этом отдать всю исполнительную власть в руки президента. Там еще много не менее знакомых нам с вами пунктов вроде бы ограничения прав ЛГБТ, жесткого регулирования абортов и репродуктивного здоровья женщин. Все вот в таком духе. Проект был опубликован в преддверии выборов, и тогда республиканцы любили говорить, что это все бред, фейк и страшные сказки, которыми демократы пугают неопределившихся избирателей. Что же мы видим в реальности? Не прошло и пары месяцев, а 2/3 пунктов из проекта уже воплощены в жизнь. А один из его непосредственных создателей, Рассел Воут, назначен на пост директора бюджетного управления Белого дома. И раз уж мы тут заговорили про назначение, Трамп раздал административные должности самым лояльным, но совершенно некомпетентным людям. Среди них промоутер рестлинга, доктор из телешоу, корреспондент Fox News. Это буквально такой аналог Russia Today американский. Не знаю, какие-то люди... У них и образования-то нет, и занимаются явно не своим делом. Идем дальше. Новый глава ФБР за цену в $25 000 снимался в конспирологической документалке российского режиссера-пропагандиста о заговоре против Трампа. А глава департамента веры, да, вы не удивляйтесь, в Белом доме теперь есть департамент веры, потому что отделение государства от церкви и первая поправка Конституции США — это для неудачников. Так вот, возглавляет его вот эта вот экспрессивная женщина, телеевангелистка из Флориды, своими высказываниями дающая фору не то что патриарху Кириллу, а даже Корчевникову с Охлобыстиным. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. The White House is holy ground because I was standing there, and where I stand is holy. Let every demonic network that has aligned itself against the purpose, against the calling of President Trump, let it be broken, let it be torn down in the name of Jesus. Трамп — это почти бог, а враги его — демоны. В общем, классика, к сожалению, до боли знакомая. Но самое главное, больше десятка важных мест в администрации заняли, кто бы вы думали, друзья-миллиардеры. Ну чем не олигархия получается? С единственной разницей. Путин сначала назначает на должность человека, и только потом он становится миллиардером. А Трамп решил далеко не ходить и сразу набрал себе самую богатую администрацию в американской истории. Включая самого богатого человека в мире, любитель ракет и сладких конфет, а также нацистских приветствий, Илон Маск. И это вообще отдельная, большая, как его состояние и эго, тема. Сейчас он возглавляет полулегальный так называемый департамент эффективности правительства. И его первое же решение — избавиться от USAID, агентства по международному развитию с 64-летней историей, которая финансировала в том числе множество украинских и прочих оппозиционных к Кремлю проектов. Это значит, что в Украине остановлены мониторинг военных преступлений, восстановление инфраструктуры, помощь переселенцам и другие важные сейчас для страны вещи.
Данное решение, кстати, очень понравилось Дмитрию Медведеву, что, согласитесь, уже о многом говорит. И в качестве вишенки на этом кремлевском торте была распущена оперативная группа по поиску активов российских олигархов, которые попали под санкции. Но это просто подарок за подарком для Путина. Вот то, что делает департамент Доги Маска, этим же при раннем Путине занимались ФСБ, которые приходили в ведомство и говорили: мы по соображениям национальной безопасности требуем у вас доступ к секретным материалам, распределению обязанностей, мы будем вам диктовать, как осуществлять свою там деятельность. Это вот очень-очень похоже на те полномочия, которые ФСБшники получили в министерствах и агентствах при раннем Путине. Возвращаясь к Маску, недавно он репостнул кремлевский фейк о том, что USAID якобы платили голливудским звездам огромные деньги за посещение Украины. Этим он обеспечил пропагандистам российским огромные охваты в 13 миллионов просмотров. Чтобы вы понимали уровень абсурда, даже Russia Today говорит, что это фейк, а фанаты Илона Маска в реплаях называют их проплаченными лжецами. В общем, просто какой-то сюр. Это же видео, к слову, репостнул и сын Трампа. Они вообще вместе с Маском очень любят потроллить Зеленского и Украину в Твиттере, как вы уже поняли, не гнушаясь при этом фейков. В России это все не остается незамеченным. Помимо похвалы от Медведева подоспело предложение Мизулиной разблокировать Твиттер в России. Ведь при Маске там осталось гораздо меньше, цитирую, деструктивного контента и цензуры информации. Какая же ирония с большой буквы Илон. И кажется, на очереди закрытие Радио Свободы и Голоса Америки. Ведь, как говорит Маск, во-первых, Европа вообще-то уже свободна. Во-вторых, там у руля сумасшедшие радикальные леваки, жирующие с американских налогов. Да и вообще их никто уже не слушает. Ну, кто-то все-таки слушает, ведь, напомню, оба этих СМИ заблокированы и внесены в реестр иностранных агентов за так называемые фейки про СВО. А Радио Свобода год назад вообще было признано нежелательной организацией в России. И скоро, видимо, еще и в США будут признаны нежелательной организацией. Что ж, теперь хотя бы примерно понятны взгляды Маска. Да в смысле не эти взгляды, а по отношению к России, ведь осознанно или нет он оказывает Путину и его режиму неоценимую помощь. А как думают сейчас многие, что у Трампа на уме, то у Маска в Твиттере. По крайней мере, пока президент никак не пресекает его косвенную помощь диктаторам. В копилку подтверждения этой теории можно добавить совсем уж тревожные звоночки вроде внезапной озабоченности Трампа по поводу легитимности Зеленского и выборов в Украине, которые не проводятся из-за военного положения. Это прописано в Конституции. Мол, на переговорах страну должен представлять легитимный президент. При этом вопросов к легитимности Путина, который у власти уже 25 лет и чьи манипуляции на выборах признают международные эксперты, у него нет. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить переговоры между Трампом и Путиным по телефону, которые всех натурально повергли в шок. Сейчас сбываются самые худшие предсказания по поводу внешней политики Трампа. Он уже буквально пересказывает тейки российской пропаганды и чуть ли не обвиняет Украину в том, что она сама на себя напала. Хотя и этому бы, конечно, уже никто особо не удивился, потому что параллельно с осуждением захватнической войны ради территории он продолжает говорить об аннексии Канады и расширении США. We're making our country stronger. And in the case of Canada, if this should happen, I don't know how they can do it without us. Because without the U.S., Canada really doesn't have a country. They do almost all of their business with us. And if we say we want our cars to be made in Detroit, with a stroke of a pen, I can do that. And other things in addition to that would not allow Canada to be a viable country. Is President Trump serious about planning to annex Canada? Look, I think the Canadian people many of them would love to join the United States. Наша страна должна быть больше и сильнее, а их страна и не страна вообще, да и сами жители хотят присоединения. В очередной раз спрошу, не кажется ли вам это чем-то знакомым? Не говоря уже о наглом экономическом шантаже. Этим Путин тоже любил заниматься в отношении Украины до того, как ввести войска. Он верит в глобальную силу и доминирование Америки, что мы, если захотим, можем любой вопрос решить силой и давлением, поэтому стоит опасаться каких-то радикальных шагов. Там, где он не будет встречать сопротивление, например,
Мы можем вспомнить 30-е годы, да, и Германию во главе с Гитлером. Единственное, вот, что я вижу по первым неделям правления Трампа, он слишком много на себя берет. То есть он ввязывается просто в такие вот глобальные конфликты со всеми. И это, конечно, не тот вес, который он может потянуть, потому что Америка, конечно, самая мощная держава в мире, но, с другой стороны, это всего лишь там типа четверть мирового ВВП, да, и там масса всего остального, она в разы больше, чем масса Америки. Теперь, зная все это, давайте попробуем ответить на вопрос из самого начала видео. Так Трамп, он наш, точнее, прокремлевский или нет? Скажем так, определенно Трамп из путинской породы. И это плохие новости для Америки и всего мира. Но, возможно, это плохие новости и для Кремля. Эти двое, правда, очень похожи между собой. А значит, Путину придется иметь дело с таким же ненадежным, эгоистичным, полубезумным автократом, который говорит одно, а делает совершенно противоположное. В любом случае, сейчас кажется, что у Трампа и Путина чуть ли не медовый месяц. Ну, то есть не надо обманываться, это он и есть медовый месяц. А как оно пойдет дальше, загадывать дело неблагородное. Повторюсь, грустно только, что все остальные, особенно простые люди, будут страдать, пока маниакальные деды меряются, у кого больше денег и территорий.